На этот раз мы сделаем необычный обеденный стол, за который можно смело садить непрошенных гостей. Куча сложностей, битая посуда, ведро эпоксидки. Приятного просмотра. Столешницу я решил сделать из мореного дуба. Это не случайный выбор, поскольку в дальнейшем стол будет сервирован белой посудой и приборами, а белое на черном — это классика и должно смотреться хорошо. Вообще, этот проект начался больше года назад, что в принципе видно по незаконченному ремонту в мастерской и отсутствию большинства инструмента. Как вы поняли, погружной пилы с шиной у нас тогда не было. И в принципе этот ролик отлично показывает, что не обязательно иметь кучу крутого оборудования для того, чтобы начать действовать. Так вот, у нас не было пилы с протяжкой, и мы решили этот вопрос при помощи строительного правила. Так мы и распускаем слэбы вдоль. По задумке, один край будет естественным, а сама столешница будет склеена из двух частей. Перед тем, как прогнать доски через рейсмус, убираем все неровности при помощи ручного рубанка на глаз. А когда имеем уже одну более-менее ровную сторону, отправляемся к рейсмусу и выводим заготовки в идеал. Благодаря валу Helical, на котором установлено 138 ножей, это делается без каких-либо проблем. Следующим этапом нам надо соединить две доски между собой. При помощи фрезы, которая в простонародье называется ласточкин хвост, делаем выборку, опираясь на вот такие самодельные кондукторы. И так в 3 местах. Спустя час работы имеем такую выборку, которая позволит застабилить и обезопасить столешницу от дальнейшей деформации. Для того, чтобы идеально склеить две доски, нужна идеально подготовленная поверхность, которой мы не могли похвастаться после циркулярной пилы. Поэтому равняем торец при помощи ручного фрезера, отталкиваясь все от того же строительного правила. А тут наглядно видно нашу задумку и схему. Теперь надо сделать ответный элемент, который и будет соединять две части. Для этого ставим все ту же фрезу и из дубовых брусков делаем соединительные элементы под ласточкин хвост. Но тут не все так просто. Дерево — это живой материал, и с изменением температуры и влажности, да и просто от времени, такие широкие доски будет крутить. Собственно, поэтому мы делаем такое соединение, что позволит удержать их в плоскости. Но для того, чтобы у дерева была возможность немного двигаться именно в ширину, что непременно будет происходить со временем. Именно для этого мы смазываем ребра жесткости воском, иначе в дальнейшем туда попадет эпоксидка и намертво приклеит их к столешнице, что нам совсем не подходит.
В итоге мы имеем такое хитрое соединение, которое будет удерживать щит от деформации, но в то же время оставить столешнице право на усыхание и другие естественные процессы. Следующим этапом, наконец, склеиваем щит. И тут я вам скажу, что мы знатно попотели. Дело в том, что на улице была сильная жара, а клей очень быстро схватывается. Даже несмотря на воск, соединения очень плотно заходили в паз, а клей все схватывался и схватывался. В итоге все мероприятие было под угрозой срыва, что в принципе видно по нашим лицам. Но благодаря удобным струбцинам все сложилось, и клей равномерно выступил по всему периметру, что является показателем правильной склейки. Через пару часов клей высох, и мы переходим к следующей операции. На тот момент у нас не было ЧПУ с большим полем работы, поэтому на скорую руку была сделана предельно простая приспособа. Думаю, принцип ее работы объяснять не надо. Это еще раз доказывает, что главное — это желание, а способ всегда найдется. В итоге, спустя час работы мы имеем вот такие ниши. Немного позже вы поймете, для чего же мы их делали. А пока по черновому при помощи лобзика торцуем столешницу. Под столья будем делать все из того же мореного дуба. Для этого распускаем заготовки в нужный размер. Сперва на циркулярной пиле, а затем при помощи фуганка доводим плоскости и геометрию до идеала. Поскольку это очень редкий и ценный материал, и мы были ограничены в нем, последующий распил решили делать на ленточке, поскольку толщина полотна в разы меньше, чем у пильного диска, и нам действительно были важны эти миллиметры, для того, чтобы выйти в нужный размер. Понятное дело, что ленточка оставляет после себя след, поэтому снимаем буквально по миллиметру при помощи рейсуса. Следующих пару дней ушло на подгонку и все соединения, а для вас это всего несколько минут.
В итоге мы имеем вот такую конструкцию. Легкую, аккуратную, но в то же время очень жесткую. А теперь переходим к самому интересному. Займемся декором. Как вы помните, один из краев стола у нас остался с естественным краем. Именно поэтому мы обрезаем тарелки, отталкиваясь от формы края. Но тут тоже не все так просто. Оказалось, что стеклянные тарелки не особо хотят резаться, зато скалываются они просто отлично. А вот керамические режутся без проблем, что вы видите на экране. Карандашом отмечаем место, где должна находиться тарелка, вернее то, что от нее осталось, и делаем небольшую выборку при помощи сверла и стамесок. В итоге я хочу добиться такого эффекта, как будто тарелки и приборы выступают из дерева. Немного терпения, и вы поймете, о чем это я. Как вы поняли, перед нами стоит непростая заливка. С ней нам поможет справиться надежный помощник для решения сложных задач. Вихрь DA18L2K. И я скажу вам, что он действительно может создать вихрь. Высокий крутящий момент 45 Нм дает возможность сверлить дерево и сталь. А я вообще при помощи его замешиваю эпоксидку. И скажу, что он отлично справляется. Быстрозажимной патрон обеспечивает простоту смены насадок и позволяет тратить на это меньше времени по сравнению со стандартной конструкцией. Яркая подсветка рабочей зоны поможет пользоваться шуруповертом в труднодоступных местах. Например, собирать верхнюю часть шкафа. Продуманная конструкция обеспечивает высокий комфорт пользования. А эргономичная рукоять не дает выскальзывать вихрь DA18L2K при длительном использовании. Этот и остальные товары ищите в интернет-магазине CityLink. Главное преимущество CityLink – приятные цены и широкий ассортимент. Переходите по ссылкам в описании и выбирайте инструмент своей мечты на CityLink. А мы продолжаем. Когда смола замешана, накидываем опалубку. Для того, чтобы избежать воздушных карманов, мы решили заливать эту часть стола в вертикальном положении. Первый слой заливаем грунтовочным. А на следующий день, когда смола высохла, я замешал 10 кг смолы под названием Монолит 5 от Artline. Отличный состав для массивных заливок. Он полимеризуется 7 дней, и за это время все пузырьки выходят самостоятельно. Спустя неделю с нетерпением снимаем опалубку. В целом все вышло, как и задумывалось. А эти следы от скотча сошлифуем при финальной доводке. Но этим мы займемся немного позже. А теперь осталось отдекорировать противоположную сторону. В первую очередь надо прогрунтовать ниши. Для этого я использую смолу под названием Crystal Epoxy. Она высыхает за сутки, и это отличный вариант для грунтовочного слоя. На следующий день сервируем стол и заливаем ниши доверху, все тем же составом Монолит 5.
Спустя неделю мастерская больше похожа на Северный полюс с мицелью. Именно так обрабатывается эпоксидка. Не самый приятный процесс, но спустя день шлифовки мы имеем вот такой результат, который осталось зафиксировать с лаком. Нижнюю часть столешницы я покрываю матовым лаком, для того чтобы сделать что-то вроде подложки. Да и вообще, если честно, я не очень люблю глянец. Но лицевую сторону я решил покрыть полуматовым лаком. Это практично и в целом можно хорошо рассмотреть заливку. Очень интересно ваше мнение по этому поводу. Мат, глянец или полумат? Жду ваше мнение в комментариях. Вы часто спрашиваете, куда деваются все столы, что мы делаем. Так вот, их порядком накопилось, и мы хотим устроить небольшую распродажу. Для этого была создана отдельная страничка в Instagram. Там и будут появляться наши изделия. И много чего другого. Ссылка есть в описании. Спасибо за просмотр и добра, топора.